Здравствуйте! Я продолжаю гадание в моем цикле «Три случайные карты». Сегодня гадание будет для Водолея. Карты дадут вам советы, карты дадут вам подсказки, предсказания, от чего-то предостерегут, в чем-то, наверное, поторопят. А для того, чтобы это гадание стало личным, частным, персональным, задавайте картам. У меня будут три разные колоды. Свои собственные вопросы о том, что интересно именно вам, карты обязательно вам ответят, потому что карты – это всего лишь посредники между высшими силами, ангелами вашей судьбы и вашими ушами. Карты всего лишь инструмент, и мои руки инструмент. И я здесь тоже только инструмент, посредник. Итак, первая карта и колода Таро. Царские карты, они так и называются. Все царское или царственное можно исследовать с помощью именно этих карт. Одна карта отсюда для Водолея. Вот такая. Кто это и что это? Туз мечей. Карта очень решительная и срочная. Она описывает нечто срочное, что вы должны сделать или что кто-то сделает для вас. Но позже разберемся. Следующая колода довольно редкая вообще, и даже в моих руках, хотя у меня есть эти карты. Это Таро цветов. Колода эта называется Таро цветов. Здесь на каждой карте соответствующий цветочек изображен. Все очень красиво и жизнеутверждающе. Даже, знаете, даже на плохих картах изображены цветы, поэтому как-то это невинно всегда выглядит. Даже самый плохой расклад в исполнении этой колоды выглядит радостно, празднично, весело. Итак, одна карта для Водолея, Таро цветов. Мне показалось, туз кубков. Два туза я вытащила уже для вас. У нас всего три карты. Из них два туза. То есть уже многообещающий, такой говорящий, жирный расклад получается. И еще я выбрала для вас вот такие вот карты. Они называются Напо-Таро. Для меня, такие гладкие, такие глянцевые, что даже не видно, отсвечивают, бликуют бесконечно. Одна карта отсюда, посмотрим, что здесь. А вы продолжаете же, да, задавать ваши вопросы, продолжайте спрашивать про то, что интересно вам, про работу, любовь, семью, деньги, творчество, может быть, или дороги. Неужели туз еще один? Паж Пентаклей, тоже очень-очень неплохое дополнение, очень неплохое продолжение для такого хорошего начала. Ну что ж, значение карт я обязательно вам расскажу, все опишу, но немного позже, буквально через несколько минут, потому что сейчас у меня для вас сказка на ночь. А на моем канале есть даже плейлист, который так называется «Сказка на ночь». Неважно, в какое время вы смотрите это гадание, сказка все равно будет на ночь. И она очень, Водолеем, такая применимая, философская, хорошая сказка. А называется она так: «Перестань ждать, потому что счастье сегодня». Или счастье буквально может быть только сегодня. Мы всегда уверены, что жизнь наша станет лучше, когда мы, и там троеточие, поженимся, заведем детей, а после еще опять детей. А после на нас нападают заботы о маленьких детях, и мы успокаиваем себя, что доживем до того момента, когда эти самые дети вырастут. Потом у них начинается переходный возраст, и стресс наш тем больше, и мы считаем, что будем счастливы, когда дети наши пересекут этот трудный возраст.
И вообще нам всегда кажется, что счастье нас посетит, когда мы сами достигнем, например, какого-то рубежа, какого-то юбилея, или когда у нас будет более хорошая машина или чудесное рабочее место, ну, должность. Ой, или когда мы выйдем на пенсию, наверное, тоже кто-то ждет, да, выхода на пенсию, кто-то с ужасом, а кто-то видит в этом счастье. Вот. Однако правда в том, друзья, что самый подходящий момент для счастья, момент, чтобы быть счастливым сейчас, только сейчас, вот прямо здесь и сейчас, да. Когда, если не сегодня? Жизнь всегда будет полна препятствий. И лучше всего это принять и стараться быть счастливыми вопреки всему, потому что счастье – это самое важное. Цените всякий момент от вашей жизни, цените любимого человека рядом и помните, что любой момент, и этот момент, и сегодняшний день, все это не продлится вечно, и это тоже надо принимать. То есть счастье может быть только сегодня, но надо понимать, что и сегодняшнее счастье не обязано длиться вечно, никто вам этого не обещал. Поэтому не ждите. И дальше идет перечень, чего не ждать, а наслаждаться сегодня уже. Ой, не ждите, когда вы купите новую машину или собственный дом. Не ждите, когда заведете детей. Не ждите, когда вырастут ваши дети и уедут из дома, покинут ваш дом. Обычно, кстати, вот именно так и бывает. Не ждите, когда закончите школу, не ждите, когда похудеете на 10 килограммов, не ждите, когда потолстеете на 10 килограммов, не ждите, когда поженитесь, не ждите, когда разведетесь, не ждите лета и не ждите, когда умрете. Вот такой вот оригинальный, мне кажется, всеобъемлющий список, вот чего не надо ждать для счастья, а счастливыми нужно быть сегодня. Потому что не будет более подходящего момента быть счастливым, чем сегодняшний момент. Счастье – это не остановка, а путь. Это дорога. У самурая нет цели, да? У самурая только дорога. Поэтому работайте так, как будто бы никогда не нуждались в деньгах. Любите так, как будто бы вас никогда не предавали. И танцуйте, как будто бы никто на вас не смотрит. Чудесно, чудесно. Сказка, напутствие. Мне кажется, нечто подобное карты тоже пытаются водолеям сказать. Итак, по порядку начнем. Посмотрите, туз мечей вам выпадает. Вообще во всех тузах вся магия масти собирается. Туз – это то, с чего начинается масть. Вот не было бы туза, понимаете, не было бы двойки, тройки и так далее, до десятки. Туз детерминирует любую историю, описанную другими картами данной масти. Это какая-то отправная точка. Туз мечей описывает срочное решение, какой-то выразительный поступок, или шанс, или возможность. Слово «или», наверное, союз «или» здесь не уместен, потому что тут все идет в одном флаконе, тут все идет вместе, понимаете? Это, например, предложение о работе с одной стороны, да, по этому же тузу какое-то срочное предложение о работе идет к вам или о бизнесе. И здесь же для вас риск, срочность и какая-то такая спешка авантюрная. Быстро надо сообразить, рискнуть, набраться храбрости и согласиться на это предложение о работе. Или отказаться. Вы знаете, иногда мы боимся соглашаться с чем-то в жизни, что-то принимать на себя. Привычно боимся, но еще больше мы боимся, и вы согласитесь, если подумаете об этом, еще больше мы боимся от чего-то отказаться, что-то пропустить или что-то выбросить, вот убрать из своей жизни, понимаете, да? Поэтому вот этот туз мечей
обозначает риск и спешку в любом вопросе. Если это работа, то да, это, например, срочный выход на работу или срочное такое же увольнение. Вдруг вам надо решиться, невыносимо терпеть, ну что там, не знаю, нелюбимую работу или маленькую зарплату или унижение от начальства. Вот. Поэтому какой-то из ближайших дней, ближайших от того дня, когда вы смотрите это видео, когда вам это видео встретилось на просторах интернета, неважно, это не зависит от сезона, месяца, дня, недели, отсчитывайте 3 дня, допустим, или, может быть, 7 в пределах недели, и какой-то день будет для вас решающим, когда вы должны будете забить свой гол или, наоборот, отказаться, уйти с поля боя, сесть на скамейку запасных, например. Поэтому туз мечей в основном говорит, он здесь выступает как совет и говорит водолеям, чем больше риска, чем больше спешки, ну, безрассудства, что ли, будет сейчас в вашем сердце, тем благополучнее сложится ваша судьба, тем больше шансы ваши не пройти мимо, хорошей возможности, какого-то предложения. Кстати, о предложениях, я думаю, что сейчас время такое любовно-романтическое, потому что оно всегда такое. Вот. Туз мечей часто обозначает предложение о браке, буквально предложение формальной руки и сердца. Ну, знаете, в такой обстановке, когда там с кольцом, с рестораном, скрипач играет, кто-то приносит цветы. Ну, в общем, весь этот антураж знаете. Или проходили, или в кино видели. В основном в кино все видели. Вот. И туз кубков тоже рядом нас настраивает очень на романтический любовный лад. Это самая главная карта про любовь, которая только есть в колоде Таро. Самое главное. И она говорит, вот они вместе сходятся. Это действительно предложение крупное. Ждите. Возможность, ну, во-первых, любовное, романтическое, причем от знакомства, как знакомство это тоже предложение, это кто-то к вам подходит и предлагает пойти на первое свидание, например, встретиться, или не подходит в наши времена, это может быть в интернете, вам кто-то пишет в социальной сети или на сайте знакомств, предложение о переписке, об отношениях. И это вот первая какая-то начальная стадия может прийти с этими картами. Ну и до конечной, там много промежуточных еще, ну и до конечной стадии это уже действительно предложение о браке. Поэтому водолеи ждите. И если мы не про любовь говорим, то, конечно, это предложение того, что вы ждете. Понимаете? Ну кто-то ждет предложение о работе. Прекрасно, вот оно. Как подарок в руки вам падает, но и есть определенный риск, и есть волнение, срочность в принятии решения. Вот так. Это может быть предложение о бизнесе, о какой-то дороге, кстати. Ну и не только же любовь и на свете существует еще и дружба. Кто-то может предложить вам дружить, пригласит в гости, например, вас какой-то человек, впервые пригласит в гости на какой-то семейный юбилей. И это тоже будет иметь для вас значение, тоже впечатление достаточное какое-то произведет. Но другое дело, что карта это благоприятная, то есть это предложение не содержит подвоха и скрытых каких-то целей нет у этого человека, то есть из любви, из какого-то доброго расположения к вам. Все происходит. Иногда такие карты описывают буквально подарок. Подарок в буквальном смысле. Кто-то решился вас одарить, и вы должны правильно отреагировать на это. Например, это может быть большая премия, которую выписывает вам начальство. Вот. Подарок. От родственников, может быть, от любимого человека. Но в любом случае, раз укрываете объятия, подставляете ладони, вам вот это вот упадет искомое, то, что вы ищете, то, что вы ждете.
А паж Пентаклей, ну это Пентакли, денежная масть, он немножко ориентирует нас по сферам с этими тузами. Пентакли — это действительно денежная масть, поэтому в первую очередь предложение, вот это новое, свежее, будет очень практичное, практическое. Паж Пентаклей называется вестник монет. Вестник монет. То есть вы узнаете, попадает к вам известие о новых доходах. Это новый источник заработка появляется у вас. Проще всего представить, конечно, здесь работу или бизнес. Проще всего, потому что вот как раз этот новый денежный ручеек, а вот это вот исполнение желания об этом ручейке, об этих деньгах, о новых каких-то доходах. Все очень так логично, человечно. Хоть и водолеев чаще представляют астрологи весьма непрактичными людьми, я могу поверить, действительно, водолеи больше думают об идеях и творчестве, нежели о деньгах. Но все-таки деньги и водолеям нужны, и зарплата нужна, в конце концов. А при всей непрактичности, неалчности, я бы даже сказала. Поэтому вот проще всего это то, что напрашивается. На самом деле паж Пентаклей — это еще и паж, это фигурная карта, и описывает она человека, появление в вашей жизни человека. Для одиноких, например, интересующихся все-таки романтикой и личной жизнью девушек, вот этот паж Пентаклей обозначает знакомство с новым, непременно новым, молодым, непременно молодым человеком. Так уж сложилось, что пажи — это молодые люди. Хотя он может быть молод душой, но в основном по паспорту, конечно, мы ждем. Вот. Хотелось бы, чтобы это совпадало. Да? Знакомство и большие чувства, большое внимание вот от молодого человека. Паж Пентакли — это, возможно, масть по рождению его. То есть он принадлежит какой-то земной стихии. Молодой человек, телец, дева или козерог. Из вышеперечисленных водолеям подходят больше всего при прочих равных козероги, их соседи. С другими земными людьми у вас сложно могут складываться отношения. Но об этом поговорим как-нибудь в другой раз. А пока вот, пожалуйста, предложение, очень счастливая новость. Счастливая и при этом практичная. Знаете, какая-то такая, это не просто идея, а это то, что можно потрогать руками. Да, предложение о новой работе, о новых заработках, просто новые деньги. В конце концов, почему мы концентрируемся именно на заработанных деньгах, на работе? Вполне возможно, что это обещание чье-то вас просто содержать без работы, скажем, на безвозмездной какой-то основе. Вот такая вот помощь. Но обилие тузов говорит о том, что вот это счастье в моменте покажется даже очень случайным и даже незаслуженным. И это счастье нужно будет заметить и принять, и согласиться с ним нужно будет как-то очень срочно, не мешкая, возможно, даже рискуя. Все три карты заявляют какое-то, знаете, торжество случая, что ли, или торжество фатума. Туз мечей — это такая блестящая судьба в чистом виде. Туз кубков — это романтическая судьба, но все равно такая, от которой не уйдешь во всех случаях. Вот. И паж Пентаклей — это тоже движение, это новость, эта карта тоже говорит о том, что вокруг вас сейчас ничего не застаивается, даже если так кажется, или даже если это правда. В последнее время в вашей жизни приходит известие и начинает что-то, знаете, вертеться, закручиваться, что-то затевается. Вы видите, что нужны людям или организациям, а люди нужны вам. И карты, естественно, вас просят активно в эти процессы включаться, на все соглашаться и все принимать.
Спасибо и увидимся.